Можно ли представить, что летающая машина стоит всего $5000? Пожалуй, это скорее мечта, чем реальность. В действительности на сегодняшний день цены на подобные технологии гораздо выше. Например, китайская компания Xpeng планирует выпускать такие автомобили с ценой от 138 до 276 тысяч долларов. Это почти как стоимость премиум-класса автомобилей, но они уже заинтересовали многих по всему миру. Китай действительно активно развивает сектор летающих транспортных средств, но рынок пока ориентирован на покупателей, готовых заплатить серьезные средства за инновации и комфорт. Однако стоит признать, что Китай является ключевым игроком в гонке за технологическим господством. Страна продолжает инвестировать в разработки, стремясь сделать свои автомобили более доступными, но до настоящей массовости дорога еще далека. Конечно, когда имеешь дело с такими развивающимися технологиями, изменения происходят стремительно, и кто знает, чем они смогут нас удивить дальше. Как Китай подошел к этой революции и что делает его стратегию такой успешной, раскрывается в следующем увлекательном рассказе. Китайская революция. В самом сердце Китая, где инновации становятся образом жизни, создается нечто, способное изменить привычное представление о транспорте. На горизонте реальности маячат летающие автомобили. Не просто концепт, а настоящая инженерная мечта, готовая превратиться в прорыв на транспортном рынке. Китайские усилия в разработке и испытаниях летающих машин движутся к тому, чтобы вскоре стать частью нашей повседневности. Эти воздушные транспортные средства активно демонстрируются на мировых выставках, привлекая к себе внимание благодаря своим технологическим возможностям. Появление первых массовых моделей ожидается к 2026 году, чем они уже готовятся привлечь внимание потребителей по всему миру. Компания Xpeng Motors, четко определившая для себя амбициозные цели, собирается воплотить мечту о будущем в реальность с введением в массовое производство таких машин. И кто знает, какие еще инновации появятся на свет, если этот проект покажет свою жизнеспособность. Кажется, что перед нами открывается дверь в мир, где ритм жизни задают технологии будущего. Технология и инновации. Китайские летающие машины — это не просто пустые обещания, а настоящие технологические достижения. На недавнем шанхайском автосалоне яркие модели, такие как Hongxi Tianlin 1 и Xpeng Aero HT, застолбили свое место среди самых амбициозных разработок. Эти машины, оснащенные электрическими двигателями, произвели впечатление своей способностью минимизировать шум и выбросы, но, что важно, не все они полагаются исключительно на литий-ионные батареи. Навигационные системы поражают своей сложностью. Hongqi Tianlin 1 применяет беспилотный летательный аппарат с голосовым и визуальным интерфейсом, позволяющим точное управление. Такой уровень развития позволяет интегрировать элементы автопилота и искусственный интеллект, чтобы обезопасить полет, но немногие модели способны предлагать комбинированные алгоритмы обработки данных. Говоря о легкости управления, стоит отметить, что несмотря на современные интерфейсы, пользователь, безусловно, должен пройти обучение, чтобы уверенно пользоваться этой новой технологией. Летающая машина не просто игрушка, а серьезный транспорт будущего, требующий уважения и понимания. Но что же ждет нас дальше на пути к массовому внедрению этих удивительных устройств, выясним через мгновение. Проектирование и разработка. Какой путь проходит идея, чтобы стать революционной реальностью? В Китае этот процесс стал возможным благодаря амбициозной компании Xpeng Motors и ее дочерней компании Aero HT, которые объединили усилия для создания летающих машин. Сегодня они готовятся изменить представление о транспорте, и серийное производство запланировано на 2026 год. Но как все началось? Сложность была в том, чтобы создать транспортное средство, способное летать на низких высотах и при этом быть безопасным и доступным. Это стало возможным благодаря мощной поддержке государства и частных инвесторов. В недрах исследовательских лабораторий рождались инновационные концепции, и скоро появились первые наброски. Хотя подробности всех прототипов не разглашаются, известно, что инженеры активно разрабатывают модель, известную как Land Aircraft Carrier. Путь от концепции к реальности требует постоянных испытаний и модификаций. Каждое улучшение приближает нас к дню, когда летающие машины станут частью нашей повседневности. Этот момент ознаменует новое начало для мировой транспортной системы, и перспективы, которые нас ждут, поистине велики. Далее мы рассмотрим, какие ключевые фигуры стоят за разработкой этих летающих чудес. Мнение разработчиков. За каждой летающей машиной из Китая стоит невероятная команда, работающая под знаменем компаний Xpeng Motors и Aero HT. Вместе они трудятся над созданием революционного транспортного средства модульного Land Aircraft Carrier. Это концепция, где одна машина может одновременно быть и наземным автомобилем, и летательным аппаратом. Участвующий в этой захватывающей гонке за будущее транспорта вице-президент и главный дизайнер Ванг Тан делится мнением о своей команде. Они хотят подарить людям возможность почувствовать себя пилотами в полном смысле этого слова. Но как воплотить эту амбициозную
грандиозную идею в реальность, все начинается с тщательного тестирования. Каждый компонент летающей машины проходит через многочисленные испытания на безопасность. Особое внимание уделяется энергопотреблению, чтобы сделать полет не только возможным, но и эффективным. Эти эксперты погружены в работу ежедневных мозговых штурмов, открывающих пространство для нововведений. Модульные конструкции и интеграция искусственного интеллекта позволяют сделать устройство более универсальным и адаптивным. И на горизонте уже маячат масштабные события, такие как China Air Show и Guangzhou International Auto Show, куда команда планирует представить свои разработки. Эти летающие машины обнадеживают своими возможностями. Ведь очень скоро они окажутся в руках первых пользователей, чьи впечатления только предстоит узнать. Первый пользователь. Представьте себе момент, когда модульный электроминивэн превращается в летательный аппарат. Это не сценарий из фантастического фильма, а реальность, которую представила компания Xpeng Aero HT на выставке CES в 2025 году. Модель Land Aircraft Carrier поразила публику, обещая первые поставки уже в 2026. Этот технический шедевр сочетает в себе 6 колес и удобный пассажирский салон для передвижения по земле, а также встроенный eVTOL, способный совершать короткие перелеты. Управление модулем, хоть и имеет частичную автономию, благодаря автопилоту и продвинутым навигационным системам, все же требует навыков ручного пилотирования. Это делает обучение пилотов неотъемлемой частью внедрения новой технологии. Максимальная скорость перелета составляет около 80 миль в час, а время в воздухе около 35 минут. Когда речь заходит о безопасности, инженеры сделали акцент на многокамерное окружение для обнаружения препятствий и аварийный парашют. Несмотря на всю инновационность, модульный электротранспорт подходит пока только энтузиастам с большим бюджетом и аварийно-спасательным службам, ведь его цена ниже $300 тысяч. Пока отзывы первых пользователей остаются неопубликованными, но интерес публики к этому футуристическому средству транспорта растет. Возникает вопрос, какие еще возможности откроются перед нами, когда технология станет более доступной? Ответ на этот вопрос, возможно, лежит в следующем шаге, который мы рассмотрим далее. Проблемы и решения. Когда мы слышим о летающих машинах, представляющих собой нечто фантастическое, важно осознать, эти новые технологии реальны. Большинство из нас удивит факт, что китайская компания Xpeng уже запланировала публичные полеты своих летающих автомобилей на ноябрь 2024 года в Чухае. К 2026 году будет запущено массовое производство, что выводит нас на новый уровень вождения. Концепт Land Aircraft Carrier от Xpeng — это больше, чем просто транспортное средство. Этот модульный летающий электромобиль объединяет в себе наземное транспортное средство и дрон. Важнейший вопрос — безопасность. Здесь Xpeng предлагает многоуровневое резервирование жизненно важных систем, такие как управление и энергоснабжение. Управление аппаратом требует как водительского удостоверения, так и пилотской лицензии. Но упрощенная система управления снижает порог вождения по сравнению с вертолетами. Навигация в таких машинах — это комбинация локальных датчиков и глобальных сетевых данных для контроля каждой детали маршрута. Системы реагируют на внешние изменения в режиме реального времени, что делает их надежными и эффективными в условиях повышенного трафика. Что касается технических характеристик, Xpeng оснащает свои машины 800-вольтовой платформой с комбинированным запасом хода порядка 1000 километров. Разработчики активно работают над ускорением зарядки и повышением мощности батарей, чтобы сделать долгие полеты более доступными. Не менее важны и регулирующие нормы. В то время как Китай активно готовит новые законы для безопасного использования таких технологий, остальной мир еще не внедрил подобных мер. Это говорит о том, что Китай является пионером в этом направлении. Первоначально летающие машины будут доступны на внутреннем рынке с ценой около 2 миллионов юаней, что делает их доступными в рамках новых возможностей. Интеллектуальные способности управления также на высоте. Xpeng разработала AI-модель, которая сильно упрощает автопилот и навигацию, превосходя мощность даже ChatGPT. Эта яркая деталь не только добавляет футуризма, но и обещает безопасное и удобное управление летающими машинами. Следующим шагом после таких инноваций будет изучение экономических эффектов, которые они принесут. Что эти впечатляющие изменения обещают для экономики и транспортного рынка, узнаем далее. Экономический эффект. Летающие машины, которые буквально парят над землей, уже стоят на пороге массового производства. Компании из Китая заняли первые позиции в этой гонке, планируя ввести летающие автомобили в повседневную жизнь уже к 2026 году.
Более того, к 2030 году ожидается их массовое производство, что станет переломным моментом для глобального рынка транспорта. По оценкам экспертов, рынок четырехместных летающих машин может достичь 12,5 миллиардов долларов к концу следующего десятилетия. Этот прогноз подталкивает венчурные компании к увеличению инвестиций в связанные с этим технологии, видя перспективу в секторе, ранее считавшемся фантастикой. Новые сервисы и бизнес-модели активно появляются на горизонте, готовые предложить инновации и удовлетворить растущий спрос. Технические изменения, которые принесут летающие машины, влекут за собой не только революцию в перевозках, но и создадут новые рабочие места. Развитие специальной инфраструктуры взлетно-посадочных площадок сулит выгоду строительному сектору. Эти перемены могут значительно повлиять на традиционный рынок автомобилей. Производители наземных транспортных средств должны будут адаптироваться и искать пути интеграции, что превращает их в участников нового технологического движения. Когда дело касается законодательной среды, здесь тоже достаточно перемен. Важно, чтобы регулирование поддерживало технологию, делая ее безопасной и доступной. Поддержка eVTOL и других инновационных решений становится ключевым фактором для их успешного внедрения. Путь, который проделываем сегодня, открывает невероятные горизонты на завтра. Какие еще сюрпризы готовят нам будущее в мире транспорта, поговорим дальше. Тренды будущего. Летающие машины из Китая– это технологическая новинка, о которой говорит весь мир. Китай активно развивает этот сектор, и хотя на сегодняшний день такие аппараты еще не стали массовой реальностью, они все чаще обсуждаются в контексте будущих перемен. В авиаотрасли внимание по-прежнему сосредоточено на традиционных самолетах, но интерес к eVTOL растет. Городская авиация пока не интегрировалась в транспортные системы на практике, но именно концепция летающих такси захватывает воображение людей по всему миру. Эта идея активно исследуется и обсуждается в крупных транспортных центрах, но до ее повсеместного внедрения есть целый ряд регуляторных и инфраструктурных преград, которые предстоит преодолеть. Ко вниманию будущего, переход к трехмерному движению в городах обещает стать прорывом, но этот процесс еще находится на начальной стадии. Регуляторы и компании видят в этом перспективу, но на данный момент это больше гипотеза, чем реальность. Воздушные коридоры и их интеграция в транспортные сети остаются темой для дискуссий среди специалистов на ближайшие годы. Несмотря на технологические возможности, главные усилия сосредоточены на улучшении существующей авиационной инфраструктуры и традиционных перевозок. Внедрение IoT-систем и облачных технологий в контексте городского движения также пока находится в стадии исследований. Эти технологии обещают снизить заторы и оптимизировать маршруты, но это все еще вопрос будущего. Эти инновации, однако, открывают двери к новым идеям и разработкам, о которых раньше мы могли только мечтать. Что же стоит за их экологической значимостью и как они смогут изменить нашу планету? Давайте взглянем дальше на это влияние. Экологическая перспектива. Электрические летающие машины из Китая обещают не просто перевернуть представление о транспорте, но и сделать наш мир зеленее. Задумайтесь, инженеры уже достигли впечатляющих успехов с электрическими двигателями, что становится основой для снижения углеродного следа. К примеру, усилия компании eHang, идущей впереди в разработке автономных летающих платформ, подчеркивают стремление к экологичности. Сегодняшние разработки сосредоточены на уменьшении аэродинамического сопротивления. Это не только делает полеты более плавными, но и снижает энергозатраты. Хотя идеи о солнечных панелях, встроенных в корпус, пока звучат как будущее, они открывают двери для невероятных перспектив. Заметьте, электрическая технология существенно снижает уровень шума, не уступая тихоходным дронам. Это важный шаг навстречу комфортным городским полетам, где каждый взмах крыла не нарушает спокойствие жителей. Меньше шума, лучше гармония в городских джунглях. Эти инновации представляют собой не только прогресс, но и необходимость в новых подходах к безопасности. Безопасность остается краеугольным камнем всех разработок, играя ключевую роль на пути к серийному производству и внедрению. Однако более подробный анализ того, как обеспечивается безопасность полетов, ждет вас в продолжении нашей истории. Безопасность и регуляции. В мире инновационных технологий безопасность становится важнейшим элементом, особенно если речь идет о летающих транспортных средствах. Пока Китай развивает свою авиационную отрасль, особое внимание уделяется эффективной навигационной и сенсорной технике. Многие модели оснащены детекторами, которые позволяют оперативно фиксировать изменяющиеся условия полета, усиливая маневренность и защищенность. Хотя в Китае технические наработки особенно заметны в сфере дронов, данное направление послужило основой для дальнейших достижений в создании концепции eVTOL. Эти разработки способствуют разработке систем, обеспечивающих надежное управление на высоте, адаптацию к различным погодным условиям и возможность передачи управляющих сигналов на фоне минимального вмешательства пилота или оператора. Законодательное регулирование для таких инноваций– сложный вопрос.
Китай активно совершенствует законодательные акты, связанные с гражданской авиацией, чтобы соответствовать новым вызовам, которые предъявляют современные технологии. Это подразумевает включение пунктов о воздушной безопасности, оптимизации воздушных маршрутов и требованиях к пилотам. Даже если Китай пока еще не лидирует в сегменте eVTOL, масштабы его наработок в области дронов и связанных с ними технологий заслуживают внимания и продолжаются в направлении более объемных летательных средств. На фоне всех этих развитий остается главный вопрос: как эти изменения могут повлиять на повседневную жизнь городов и их жителей, открывая новые возможности и улучшая инфраструктуру? Ответ на этот вопрос может кардинально изменить наше восприятие городского пространства и транспортных систем. Польза для общества. Могли бы вы представить, Что уже к 2030 году китайские города будут насчитывать до 100 тысяч летающих машин eVTOL? Это не просто мечты, это реальная перспектива, подтверждающая активное развитие и внедрение воздушной мобильности в городскую жизнь. Более того, во многих странах, включая Китай, уже идут пилотные проекты по аэротакси. Планируется, что коммерческое использование eVTOL начнется в ближайшие годы, с активными прогнозами на период с 2025 по 2027 годы. Пока eVTOL обещают трансформировать повседневность, они также представляют разнообразие применений. Например, они могут разгрузить городскую инфраструктуру и существенно сократить дорожные пробки. Применение в экстренных службах позволяет максимально быстро и эффективно оказывать помощь, а в сфере туризма и логистики сократить время доставки и повысить персонализацию поездок. Все это соответствует ожиданиям современного рынка городской воздушной мобильности. Китай не только разрабатывает eVTOL внутри страны, но и активно выходит на международные рынки, налаживая связи с Европой и США, получая разрешения на полеты и привлекая значительные инвестиции. Это не только символ успеха китайской индустрии, но и подтверждение ее глобального значения. Однако важно учитывать, что успешное внедрение зависит от поддержки государственных структур и развитой городской инфраструктуры. При этом, несмотря на все преимущества, важно не забывать о необходимых деталях. Например, о том, как подготовить городские пространства к этой революции и обеспечить безопасность. Подобные перемены могут затронуть социальные и экономические аспекты, открывая новые горизонты и перспективы для городской жизни. Но как именно состязание за лидерство в этой новой эре определит будущее? Узнаем далее. Сравнение с конкурентами. мир электрической авиации меняет курс? В 2023 году Китай стал первопроходцем, Выдав первую в мире лицензию на воздушное такси компании eHang. Эти аппараты открывают эру массовых городских полетов, устанавливая новый стандарт мобильности. В это время в Америке Joby Aviation активно двигается вперед, заключив контракт с Пентагоном на $131 миллион. Их поставка нескольких аппаратов на авиабазу Эдвардс в начале 2024 года свидетельствует о лидерстве на домашнем рынке. Самолеты компании, способные пролететь без подзарядки до 150 миль, обещают значительно снизить уровень шума в городах. На европейской арене Lilium выделяется своим электроджетом, который нацелен на дальние полеты. Их Lilium Jet, снабженный многими электрическими реактивными двигателями, достигает скоростей до 300 км в час, преодолевая сопоставимое расстояние за одну зарядку. Надежды оправдывают значительными инвестициями. За последние годы Lilium привлекла $275 миллионов на ускорение выхода на рынок. Volocopter и аналогичные европейские проекты следуют экологическим идеям, создавая устойчивые мультикоптеры для городской среды. Но главный прорыв пришелся на долю китайских компаний, таких как eHang, которые усиливают позиции масштабным внедрением и поддержкой государства. Эти компании не ограничиваются пассажирскими версиями. Они активно тестируют грузовые решения, включая мультимодульные системы. У китайских разработчиков стратегическое видение. Они не только догоняют, но и определяют вектор инноваций. Поддержка государства и ориентир на многие задачи делают их лидерами рынка. Китайские технологии уже теперь формируют облик транспорта будущего, показывая, что гонка за небесами только набирает обороты. Долгосрочные перспективы. Знаете ли вы, что китайские стартапы и технологические гиганты уже сейчас разрабатывают и испытывают летающие машины нового поколения? Аппараты eVTOL с возможностью вертикального взлета и посадки. Совсем не фантастика. В мире насчитывается более 20 компаний, включая eHang и Autoflight, которые проводят пилотные проекты воздушных такси не только в Китае, но и в США и Европе. Эти разработки стали возможными благодаря миллионным инвестициям как от государственных структур, так и от частного бизнеса. Помимо этого, важные достижения включают успешные коммерческие рейсы в отдельных регионах. В ближайшие 10-20 лет эти технологии могут интегрироваться в городскую среду мегаполисов, создавая новый вид движения — воздушные заторы.
светофоры. Как и наземные пробки, они могут стать вызовом из-за увеличения плотности воздушного трафика. В этой связи города начнут создавать специализированные площадки и терминалы для воздушных такси, а новые интеллектуальные системы управления воздушными потоками, находящиеся сейчас в стадии тестирования, будут объединены с дорожными сетями. Кроме того, переход транспорта на электричество и возобновляемые источники энергии – это не просто модный тренд, а необходимость в условиях сокращения углеродного следа. Сегодня страны по всему миру ставят амбициозные цели по уменьшению выбросов, внедряя на практике солнечные электростанции, ветряные генераторы и аккумуляторы нового поколения. Экспертные мнения сходятся в том, что города будущего будут более чистыми и комфортными для жизни, а транспорт станет одним из центральных элементов этих перемен. Вызов заключается в том, насколько оперативно и успешно новые технологии сумеют вписаться в современную жизнь. Финальная мысль. Входя в новую эру транспорта, электрические вертикально-взлетные и посадочные аппараты, известные как eVTOL, обещают преобразить взгляд на передвижение. Хотя стоимость таких инновационных транспортных средств зачастую превышает ожидания и составляет значительную сумму, в сравнении с традиционными авиаперевозками их технологии удивляют своими возможностями. Эти аппараты не только предлагают экологически чистую альтернативу наземному транспорту, но и открывают двери к новому использованию пространства в городе. eVTOLы, такие как те, которые разрабатывались в Китае, делают акцент на электрических двигателях и передовых навигационных системах. Благодаря продлированным системам безопасности и надежным датчикам, они обеспечивают высокую степень безопасности полетов. Поэтому неудивительно, что этот сегмент привлекает внимание как производителей, так и авиапассажиров. На пути к массовому внедрению eVTOL повсеместно существует ряд вызовов, начиная от нормативного регулирования и заканчивая адаптацией городской инфраструктуры. Все это требует тщательной координации и долгосрочного планирования. Но как только эти барьеры будут преодолены, электрические аппараты обещают принести значительные преимущества как в логистике, так и в повседневной городской жизни, сокращая время в пути и уменьшив воздействие на окружающую среду. Хотя перспективы применения eVTOL полны мечтаний о зеленой и высокотехнологичной жизни, перед нами стоит важная задача соблюдать осторожность. Ведь сейчас мы находимся в переломном моменте, где будущее авиации может быть переписано с нуля на благо наших городов и планеты. Время покажет, насколько быстрыми и значительными будут эти изменения, но потенциал обещает быть невероятно захватывающим и перспективным. Досмотрел видео до конца? Не забудь поставить лайк и подписаться. До встречи в следующем видео.